Утро нового дня, проснулись, аллигатор, ривер. Погода шикарная, только холодно. Вот как мы расходимся. Продолжаем репортаж. Проснулись мы в аллигатор ривер. Стояли отлично, ветер был больше 20, на порывах якорь держит шикарно. Когда вытащили, там была, двухметровая такая огромная куча ила. Мы нормально зарылись. Сейчас у нас переход с аллигатор ривер на тоже какое-то неизвестное место, без названия, на якорную, скорее всего. По пути до большого города Балфорд, вроде бы Балфорд, Южная Каролайна. Сейчас идем по длинному человечески вырытому каналу, тот же самый, который был вырыт для военных судов во время Второй мировой войны. Просто длинная прямая. Много очень пней по берегу, некоторые из них отрываются. Опасность для навигации. Как же близко-то, а? Прям в метре, наверное. Очередной день, очередной погром у нас здесь. Без приключений у нас не бывает. В общем, у нас сорвался якорь. Батарейка не заряжает. Почему-то, хотя она новая. Едем в Марину. С чего начать? Как мы выехали из
буфер-то. Нет, как мы шли ночь и день. День и ночь. И как у нас заглох двигатель. В общем, в результате не очень большого опыта выхода в океан и ну, на парусной лодке. Погода вроде выглядела неплохо. До 20 порывы, там встречный ветер или там боковой ветер, нормально, в принципе. И оказалось, что не очень. То есть мы когда вышли, нормально, потом как началось дуть, качать, сильная качка, не очень комфортно, в общем, решили изменить направление из Майам на ближайший порт. Вот ближайший порт оказался, сколько там было, 40 миль, 36 миль примерно. Вот мы 36 миль где-то 12 часов пилили, потому что пошли лагом этими, как они называются? Зигзагом. Зигзагами вот этими вот парусными. Плюс коса еще там была. Плюс там еще была коса, которую нужно было обходить. И там было встречное течение, 2 узла примерно. И никак не мог ее обогнуть. Не хватало ветра. А потом, когда ее обогнули, ветер нормальный дали, и все, и доехали за 2 часа. Вот. И проблема была в том, что еще что из-за старых проводов был утрачен контакт на стартер. И на волне нас это отключило. Да, мы ударились в волну один раз, прекрасный момент, и двигатель заглох. Пытались завести, видимо, от этого удара где-то слабый контакт еще больше ослаб. Вот в этой вот, вот в этой косе где-то, или вот в этой, мы шевелил это место, и контакт приходил на стартер. Там стартер. Все, мы пытались завести. Он заводился на некоторое время, потом опять контакт терялся. Вот, а контакты, они такие уже очень сильно ржавые, окисленные все. Вот. В этот день мы доехали на парусе до внешнего рейда. Двигатель отказался заводиться совсем в тот день. Это было где-то 9 или 10 вечера, ночь. Я вызвал буксир. И нас отбуксировали до якорной стоянки, до внутреннего рейда напротив марины. Ночью марина была закрыта, поэтому нас не поставили. Следующие сутки мы просто тупо отсыпались на якоре, потому что все так сильно устали. За 26 часов получилось скачки. За 26 часов мы спали, может, пару часов, так вот, потому что вырубало уже. Сейчас мы стоим на следующий день, когда мы выспались, утром проснулись, я связался с Мариной. Место есть, нам дали место до понедельника, еще на 4 ночи. Я вызвал буксир. Буксир приехал, нас отвез и не взял ни одного доллара. Я так и не понял, почему. Может, типа, потому что взял экстра. может, он мимо ехал, может быть, потому что он сказал, что он опоздал, он приехал не в 12, а в 2 часа дня. Может быть, потому что он нас должен был до Марины довести, а довез до якорной. Вот. Стоим в Марине. Чинимся. Я сходил сразу к механикам. Механики пришли, посмотрели, нажали на это место, где вот контакт. И двигатель сразу завелся. То есть они тут что-то пошевелили, все завелось. И они тоже не взяли ничего, хотя они тут стояли типа полчаса примерно. Говорят, если что, еще отсыпали вот этих вот соединений, зажигалку дали. Ну такое. Короче, выглядим мы, наверное, очень жалко, они нас пожалели просто со своими гнилыми проводами. Все. Чиним.
Я съездил еще в магазин, купил кусочек провода, потому что не хватает. Эту там вырезал и эту вставку туда. Сейчас буду мастерить. Все, пока. Экипаж держался стойко. Лена с детьми. Детям вообще было, по-моему, по барабану. Нет, ну Жорик орал, у меня ноги все синие, смотри, от качки. Лена сидела в районе там мачты на полу, что меньше качает. И тоже почти не спала. Жорика ловила. Жорик, ну, так иногда что-то конючил, видимо, укачивало. Ну, плюс жарко было здесь, еще 28 градусов внутри. Жарко было, да. И, ну, и Маша тоже там в один момент прекрасно укачала. И она просто вырубилась. В общем, дети перенесли неплохо. Лена перенесла стойко. Ну, а мы... Хотелось в один момент где-то посередине нажать кнопку сейф и выйти из игры. Но нету кнопки сейф. Надо бороться дальше и идти в безопасную гавань. Все, чао.